решила примерить шляпку. Ну, тут есть еще и туфли. Присела отдохнуть рядом с Марком Бернесом. Приятное общение. Друзья, чудесный солнечный осенний день. Я с семьей гуляю по своему любимому городу Харькову, в любимом парке благоустроенном по европейскому уровню. Чудесные газоны, фонтаны. Вдохновляюсь, заряжаюсь энергией. И хочется с вами этим состоянием чудесным поделиться. Ну а как обработать швы на моем пальто, мы с вами разберем подробно на столе. Пожалуйста! Дорогие друзья, вы на канале Мода с Владанной. Сегодня я делаю видео дополнительное для разъяснения, как обрабатываются швы в стык с помощью канта кожаного или же из эко-кожи. Видео по кейпу, было много вопросов в связи с этой обработкой, и видео по пальто Double Face. Большой это пальто вызвало резонанс, много вопросов, связанных с обработкой, а также построение рукава и воротника. Вот этот чудесный шов, он позволяет изделию работать на две стороны. Здесь нет грубости, все плоско, не предусматриваются припуски, так как детали изделия заходят в наши ленты, нарезанные из эко-кожи. И все нюансы, чтобы вам было понятно, узелки и последовательность обработки, я сейчас вам все расскажу на столе. Друзья, я в прошлом видео дала вам эту схему, спинку и перед пальто. У вас возникли вопросы относительно рукава и воротника. Так вот, перед вами выкройка рукава. Показала зеленым цветом, это основа 54 размера, и показала, как построить, отталкиваясь от основы, для моего пальто рукав. Вы видите понижение на 4,5 сантиметра. Это, соответственно, насколько мы добавляем длину плеча, настолько у нас понижается высота. Длина рукава 51 сантиметр и 8 сантиметров на подворот. Ширина рукава внизу 37 сантиметров. Вы можете отталкиваться от своих основ. Также я в предыдущем видео случайно оговорилась, сказав, что это пальто, моя выкройка, подходит до 60 размера. Конечно же нет. Уже после того, когда я это пальто на себя надела, погуляла в нем по парку, я поняла, что оно максимум подойдет до 56 размера. То есть вот мой 54, я в нем себя чувствовала комфортно, 56 тоже подойдет. Начиная с 48, для 48 размера оно будет как двубортное с запахом, свободненькое под поясочек. Но вы, отталкиваясь от своей основы, можете вот построить рукав. Сейчас оператор пройдет крупным планом по размерам. Выкройку я даю воротника. Вот вы видите мой воротник со всеми размерами. Нагрудная выточка, часть ее, так как другая часть выведена
в пройму. Все здесь вы видите на чертеже, понятно. Опять же, оператор сейчас все размеры крупным планом вам покажет. Мы рассмотрели выкройку, а теперь самое интересное. Это мои швы, которые вызвали большой резонанс, заинтересовали многих. И я сейчас расскажу технологию и как вот этот шов сделать, чтобы он так красиво смотрелся. И вот как раз мы с вами разберем вот этот узел. Узел раскепа и узел нашей нагрудной выточки. Ну и как обрабатывать край изделия. Я подготовила сейчас образцы и вам расскажу, как пошагово все это изготовить и обработать. У меня есть ткани, ну вот двухсторонняя ткань. Такие ткани бывают, ну, любые ткани вы видели на пальто в другой расцветке. Вот наша ткань. И я взяла эко-кожу. Я специально взяла ее контрастную, красную, белая изнанка, для того, чтобы было наглядно. Вот у меня две полосочки. Ровненько я разлинеила и отрезала по 2 сантиметра шириной. Вот вы видите. Следующий этап. Я эти полосочки, вот я их две, вместе сострачиваю. Я сострачиваю их таким образом, что вот здесь у меня получается 7,5, ну, можно 8 миллиметров, можно 5 миллиметров, то есть в зависимости от того, как у вас будет в дальнейшем получаться. Потом я беру и разутюживаю вот эти вот припуски мои. Через тряпочку аккуратненько вот я это все раскрываю. Вот я уже здесь заутюжила. Вы видите, это сделано из кожзама, а вот из натуральной кожи. Ну, конечно же, из натуральной кожи поприятнее в руках держать, и оно более тоньше. Во-первых, нет этой контрастной белой изнанки. Я взяла эту кожу, она у меня была в ателье, для того, чтобы было наглядно. Но это не нужно делать. Желательно подбирать эко-кожу в цвет. Вот как лицо, такая же должна быть изнаночная сторона. Вот я заготовила, проутюжила. Меня заутюжила в натуральной коже. И вот яркий наглядный образец. Дальше я закладываю наши два края вот сюда. Вот так. И с этой стороны тоже. И я даю строчку вот здесь в край, аккуратненько, вначале одну сторону, потом другую. Вот таким образом. Вот я прострочила в край миллиметровым шовчиком. И у нас с этой стороны получился вот такой припуск, который успешно я беру ножнички и подрезаю под самый край. Но вот в чем плохо, что у нас вот эта белая изнанка, как бы мы ни подрезали, она все равно вот здесь вот мелькает. Вот когда кожа натуральная или же, допустим, эко-кожа изнанка в цвет лица, то все максимально качественно и аккуратно. Вы видите, прострочено, все держится четко и аккуратно. То есть я заложила, вначале
один, естественно, край, дала строчку, не приметывая. Вот оно все аккуратненько ложится и также аккуратно прострачивается. Потом с другой стороны прострочила и все это ножничками аккуратненько подрезается. Максимально стараться прямо под самый-самый край. Вот мы срезали, и у нас получилось аккуратно что с одной стороны, что с другой. Потому что, естественно, если вы прострочите посерединке, то нет гарантии, что когда вы будете строчить, вставив половинку, то строчка будет с этой стороны, вы попадете так, как вот в данном случае. Ну вот у меня эти образцы, вы поняли. Теперь далее, если нам нужно обработать край вот здесь, то мы вставляем в этот краешек. Вот я запускаю сюда. Вот оно все ровненько легло, перекрыла и даю строчку. Потом также ввожу с этой стороны, ну, тот же самый принцип. И следующая строчка. Все просто. Или же, допустим, есть раскеп. Мы предварительно на воротничке прострачиваем, отмечаем размер, куда нам нужно, до какого места это все вымеряем. И сострачиваем, делаем закрепочку. И вот наш воротничок прекрасно обработается. Нигде никаких сложностей особых нет. Когда вы это все застрочите, вот вы обработали, а потом берете отдельно кантик вот такой, уже обрабатываете край. Вот так. Накрыли и застрочили. Да, надо аккуратненько все это ровненько разлинеять, загладить, строчить. То есть нужно потренироваться. Ну, вот наш раскеп и наш воротничок здесь прекрасно можно сделать, учитывая, что и эко-кожа, и кожа это мягкий материал, податливый. И вот этот уголочек прекрасно получится. Разутюжится, сутюжится. Ну, а в случае такая деталь у меня вот здесь вот выточка нагрудная. И как нам ее обработать? Вот это место сейчас я вам покажу. То есть это место мы сейчас с вами разобрали и обработка края. А вот выточку сейчас я покажу. Вот у меня вырезана наша выточка полностью без припусков. Мы вводим вот наш состроченный кант в самую вот сюда вершинку. Вот плотненько сюда вот ее выставляем аккуратненько. И заводим вначале одну сторону и делаем строчку. Делаем строчку по одной стороне. Вот я уже строчку сделала, заготовила. А потом, соответственно, когда одну сторону мы пристрочили, мы вставляем вторую сторону выточки и прострачиваем по этой стороне. Здесь вот все максимально подпихивается, чтобы нигде ничего здесь плотно вставлять, чтобы не оставалось щели, дырочки. Кашемир прекрасно выкладывается, все мягко и аккуратно получается. Ну а потом без труда это все лишнее вы срезаете. Если хочется сделать кант пошире, пожалуйста, можно его ширину делать и сантиметра, 1,2.
Но мне нравится вот эта минимальная ширина, когда удобно это делать, когда это получается и не вываливается ткань. Потому что, ну, если совсем узко, то нет гарантии, что вы прихватите и будет качественно. Вот так здесь 7,5-8 миллиметров. Это вот минимальная ширина кантов, когда и красиво, и аккуратно. Ну, а шире, я думаю, совсем будет просто. Вы можете потренироваться, начать с сантиметровой ширины кантов. Соответственно, тогда вам придется вырезать полосочку 2,5 сантиметра, чтобы также по этому принципу у вас оставался с другой стороны припуск чуть шире, чтобы вам без труда потом это все прострочить и все лишнее срезать. Конечно же, это все возможно на коже, край который резанный, он не обтрепывается, не осыпается. Ну и эко-кожа, она также, вот вы видите, край четкий, нигде ничего не осыпается. Дополнительно загибать я в этом не вижу смысла. Это добавляет толщину, делается в том случае, когда из ткани, и чтобы не обтрепывался край. Но в данном случае с кожей в этом нет необходимости. Все узлы, все моменты мы с вами разобрали. Ну вот такая технология, удобная и в принципе простая, несложная. Нужно натренироваться, и все будет ровно и красиво. Дерзайте, у вас все получится. Эта технология вносит качество в изделие, но также она вносит и красоту. Настолько классно смотрятся порой кожаные канты на верхней одежде, на костюмах. Поэтому используйте и получайте удовольствие от ваших изделий. Всего вам доброго, до скорых встреч на моем канале.